И посмотрите, какая мелкодисперсная получилась манка. Как мука. Она очень быстро сварится и не будет крупинок. Ой, а запах такой стоит от апельсиновой цедры. Вообще традиционно используется лимонная. Лимон, сок лимона и лимонная цедра. Но у меня будет апельсиновая. Это тоже будет очень-очень вкусно и ароматно. И теперь делаю заварную часть крема. 2 яйца. 150 грамм сахара. Ванилин. Обязательно в крем, где есть яйца, кладите ванилин. Он уберет яичный привкус такой омлетный. Молоко 500 миллилитров постепенно добавляю. И крем ставлю на плиту. Крем поставила на средний огонь. И не дожидаясь, пока закипит, постоянно помешиваю. Добавляю понемногу манку с цедрой апельсина. Постепенно. Довожу до кипения. Уже чувствую, как крем густеет. На среднем огне даю крему булькнуть. Видите, булькнул. Уменьшаю нагрев до минимального. И провариваю еще минуту-две. А затем снимаю крем с плиты. Заварная часть крема птичье молоко готова. Смотрите, какая получилась текстура. Немножко апельсиновая цедра видна, но крупинок манки не наблюдается. Но он еще постоит, поварится. Он у меня будет остывать в толстостенном сотейнике долго. Накрыла пищевой пленочкой в контакт. Обязательно это делайте, чтобы крем не заветрился, не образовалась корочка. И оставляю прямо на кухне остывать. Масло 180 грамм комнатной температуры начинаю взбивать. И постепенно добавляю заварную часть. Она у меня остыла. Стала такая плотная. Смотрите, какой плотный крем получился. Супер плотный. И никакого желатина не нужно. Крем готов. Обычное печенье у меня будет основой для торта. Можете использовать бисквит. Отпечь бисквит. Но у меня вот такой сегодня быстрый торт. 8 печенек кладу на дно. И сверху будет крем. Форма у меня большая, поэтому я всю форму не использую. Только часть формы размером 22 сантиметра на 17. И сверху тоже слой печенья. И накрываю пленкой. И отправляю в холодильник на несколько часов. Торт постоял ночь в холодильнике. И теперь можно его открыть. Он такой замерз, стабилизировался. Вот так его вытаскиваю. Видите, как он плотненький стал.
По бокам можно торт выровнять. И остается сверху залить торт шоколадом. В равных пропорциях я растопила шоколад темный с молоком. 50 граммов шоколада и 50 миллилитров молока. Наливаю по ложечке шоколада в каждую печенье. Смотрите, как красиво получилось. Идея такая. Если печеньки у вас будут с такими углублениями, как были у меня, шоколад дальше края не растечется. И посмотрите, какие интересные секции получились. Вот здесь только чуть-чуть подтекло. Но идея понятна. На холодный торт наливаете, оно сразу застывает. Очень красиво получилось. И тортик можно нарезать. В этом торте получается, сколько вам нужно порций, сразу можно сделать такое количество. По количеству вот так порционно нарезать. Кусочек тортика готов. Посмотрите, как это красиво смотрится. И аппетитно. Такой порционный кусочек тортика. Смотрите, какой плотный крем. Без желатина. Если очень захочется тортика, а времени нет готовить, то приготовьте вот такой торт. Получается очень вкусный, оригинальный, красивый. Можно украсить как угодно. Но я предлагаю вот такой вариант. Очень простой и красивый. Порционный тортик. По мотивам торта «Птичье молоко».